Блин, замерз. Количество космонавтов больше, чем людей, побывавших на вершине восьмитысячников. Такое громкое заявление было справедливым во времена Советского Союза. Сейчас Илон Маск шаг за шагом делает космос ближе, но уж очень медленно. А вот восьмитысячники стали гораздо доступнее. Настолько доступными, что обычный парень типа меня, без особых спортивных достижений, не имея финансирования извне, может позволить себе ходить на 8000. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, и представлюсь для тех, кто впервые на канале. Я уже был в 4 экспедициях на восьмитысячнике. До вершины Макалу не дошел 200 метров, дошел до высоты 8230, и мне пришлось развернуться. Но зато я поднялся успешно на вершины Манаслу, Эверест и Чаою. В этом видео я хочу поделиться своим опытом и своими соображениями, какая вершина оптимальная для первых 8000 метров. И да, я знаю, что вы очень сильно уже ждете видео с полей, но из-за карантина ездить некуда. И моя ближайшая поездка — это восхождение на Орисаба, вулкан в Мексике, и она будет аж в январе. Там я обязательно постараюсь снять красивые видео, может на один, может на несколько выпусков. А пока же буду стараться делать максимально информативные и полезные видео о горах и выпускать их каждую неделю. Итак, у вас есть большая мечта подняться выше 8000 над уровнем моря. И сделать это не на самолете, а на своих двух. Ну что ж, все реально. Восьмитысячники — это такие же вершины, как и другие, просто со своей спецификой, требующие чуть больше подготовки, времени, денег, воли и готовности страдать более длительное время ради своей мечты. Но знаете, что я скажу? Это на 100% того стоит, потому что есть ты до 8000 и ты после 8000. Подняться на 8000 — это реально, и это проще, чем вам кажется. В этом видео хочу разобрать вершины, которые для восходителей чаще всего служат первыми 8000. Хочу опираться на собственный опыт, так сказать, пощупавший гору. Поэтому начну с вершины, на которой еще не был, но о которой тоже будет не лишним упомянуть в этом видео. Эта вершина — это Гашербрум-2 высотой 8035 метров. Он считается одним из самых простых восьмитысячников в техническом плане, и для многих восходителей именно он стал первым. Но Гашербрум-2 находится в Пакистане, здесь значительно менее развита инфраструктура. Кроме того, между базовым лагерем и первым есть такой опасный ледник, который очень редко провешивается. Поэтому Гашербрум-2 лучше подходит более опытным и самостоятельным восходителям, а не относительным новичкам. Дальше хочу задать вам вопрос. Как думаете, какая вершина послужила первым восьмитысячникам для наибольшего количества восходителей? Вот прям остановите это видео и напишите в комментариях свои мысли. Мне действительно очень интересно. Ну а я же пока отвечу на этот вопрос, потому что если вы хотите подняться на 8000, эта вершина не будет оптимальным выбором. Эта вершина — это Эверест. Удивлены? Ну на самом деле это окей, здесь нету ничего удивительного. На Эвересте есть хороший сервис. Эверест считается одним из самых безопасных восьмитысячников. Поэтому Эверест первая восьмерка — это окей. Но, как мне кажется, в таком случае у людей звучит запрос не «хочу подняться на 8000», а «хочу подняться на Эверест». Об Эвересте у меня есть очень много видео на канале. Вот недавно вышло видео о том, как подняться на Эверест, где я в деталях рассказываю об необходимом высотном опыте. А кроме того, есть дневник экспедиции с нашего восхождения на Эверест. Поэтому тут я не буду детально останавливаться, а сразу перейду к двум вершинам, которые считаю оптимальными для первых 8000. Эти вершины — это Манаслу и Чаою. В чем-то они очень схожи, но тем не менее имеют некоторые отличия. Я приведу сравнительную характеристику по параметрам, которые считаю важными,
А про стоимость экспедиций упомяну в самом конце. Первый параметр – это высота. Манаслу высотой 8163, Чойо высотой 8201. Обе вершины относятся к так называемым низким восьмитысячникам. Это восьмитысячки ниже 8500 метров над уровнем моря. И в принципе, что 8163, что 8200 особой разницы нету, по этому параметру они одинаковы. Второй параметр – это сезон восхождений. И обе эти вершины – это классические осенние восьмитысячники. Экспедиции начинаются примерно 5-7 сентября. Саммит-дэй приходится на 23-27 сентября. И в целом экспедиции длятся около месяца. Поэтому в этом параметре обе вершины тоже равнозначны. Перейдем к технической сложности. На Манаслу есть участок ледопада между первым и вторым лагерем. Там есть трещины с лестницами, есть небольшие вертикальные стеночки. Он не очень сложный, но все-таки какой-то сноровки требует. В то же время, как на Чойо, вся техническая сложность – это снежно-ледовая стеночка градусов 70, длиной 10-15 метров. И это все, никаких трещин, ничего там нету. И поскольку видео адресовано в первую очередь новичкам, которые не имеют технических навыков, очко мы засчитаем в пользу Чойо. Следом за технической сложностью перейдем к, пожалуй, одному из самых важных или самому важному для многих фактору – это безопасность. Дело в том, что на Манаслу до недавнего времени смертность была весьма высокая, в пределах 15-18%. А в Википедии до сих пор можно встретить это число. Но за последние годы было совершено сотни успешных восхождений, при этом погибших фактически не было. И на данный момент смертность на Манаслу составляет почти 5%, там 4,9 или около того. В то же время Чойо – это традиционно самый безопасный восьмитысячник в мире. Здесь нету объективных рисков, таких как лавины, камнепады, ледопады, трещины. Остается только фактор высоты. И смертность на Чойо составляет всего около 1%. Поэтому по параметру безопасности Чойо тоже значительно впереди. Дальше поговорим о комфорте восхождения, о базовых лагерях на горе. Они плюс-минус равнозначны. Базовый лагерь на Манаслу находится на высоте 5000 метров, на Чойо 5700. Это чуть выше, чуть дискомфортнее. Но в то же время в обеих лагерях есть личные индивидуальные палатки, есть вкусное трехразовое питание в большом дайнинг-холле. Есть бесплатное пиво, бесплатная кока-кола, возможность принять горячий душ и даже зарядить свой ноутбук от генератора. Поэтому по комфорту, как и любым восьмитысячникам, здесь зачет обеим вершинам. Дайнинг-холл, место, где мы проводим более всего времени. Такая кругленькая палаточка, надо будет себе такое завестись. Just making video, no problem. Здесь запасы пива, кока-колы, зеленая трава, можно босиком ходить. Стоит обогреватель, и на 4 места в принципе более чем достаточно. Следующим пунктом я вынес регион и самобытность. Почему? Потому что я не очень люблю Тибет. Он находится на высоте выше 4000 метров, там постоянно ветрено и холодно. К тому же с китайской стороны к базовым лагерям ведут хорошие асфальтированные дороги. Конечно, это дарит немножко больше комфорта, но в то же время теряется самобытность. А ведь горы мы идем частично и ради самобытности, не только заради галочки вершины. Поэтому мое очко в сторону Непала, в сторону Манаслу, потому что к Манаслу мы проходим 5-дневный трекинговый маршрут по одним из самых таких безлюдных и самобытных регионов страны. Это очень интересно.
Где-то здесь было бы логично сравнить обе вершины по красоте. Но красота это такой очень индивидуальный фактор. Мне кажется, что все восьмитысячники красивые. По крайней мере, я не встречал некрасивых. И Чиойо тоже очень красивая. Но Манаслу уж очень красивая. И вот по тем, пересматривая фотографии после экспедиции, мне кажется, они пока самые красивые со всех моих экспедиций. Поэтому я за Манаслу и очко в сторону Манаслу. Ну что же, мы подошли к весомому и, наверное, для многих решающему фактору стоимость экспедиций. Обе вершины это низкие восьмитысячники, технически несложные, поэтому можно было бы сходить на них с пакетом базового лагеря. Но все дело в том, что Чиойо находится в Китае, а в Китае с 2017 года, по-моему, с 2017 запретили восхождение без шерпов. То есть в обязательном порядке к каждому восходителю прикрепляется минимум один высотный шерпа. Кроме того, на территории Китая нужно оплачивать за весь непальский став, за поваров, которых привозишь с Непалов, за шерпов, за каких-то портеров. А сами тибетцы или там китайцы, они не очень хорошо готовят, поэтому большинство экспедиций везут с Непала. Это все значительно удорожает программу. В то же время на Манаслу можно сходить с сервисом базового лагеря. Что такое сервис базового лагеря? Это когда вам предоставляется индивидуальная тоже палатка в базовом лагере, когда вам предоставляется питание в базовом лагере, заброска всех грузов, все необходимые документы. В общем, полностью вся организация до базового лагеря. Выше базлага сервис компании при этом равняется нулю. Вы ходите самостоятельно на вершину, сами носите свои грузы, сами организовываете себе питание, сами ставите палатки в лагерях. Если же вы хотите более комфортные восхождения, вы пользуетесь полным сервисом, тогда вас сопровождает один высотный шерпа, если вы не закажете больше, и вам выделяется 3 баллона кислорода на восхождение на Манаслу. Также уже стоят палатки в высотных лагерях, и все питание, все организовано, то есть вам не нужно переживать фактически ни за что. На Манаслу такой сервис стоит около 15-17 тысяч, а вот на Чиойо полный сервис будет обходиться около 27 тысяч долларов. В то же время мы помним, что воспользоваться другим сервисом на Чиойо невозможно. Поэтому здесь такой жирный большой плюс в сторону Манаслу. А если подвести короткие итоги, то я весьма замерз, пока писал это видео. А если серьезно, то Манаслу и Чиойо являются отличными вариантами для первых 8000. И, как всегда, все упирается в деньги. Если вопрос в деньгах не стоит, я бы шел на Чиойо, просто потому что это безопаснее. Если вопрос в деньгах стоит, тогда на Манаслу. Если же денег не хватает на базовый лагерь Манаслу, но есть какой-то горный опыт, и вы такой более-менее самостоятельный альпинист, восходитель, тогда стоит присмотреться к Гашербому II, найти себе компаньона и может попробовать подняться на эту вершину. А если же хочется подняться не просто на 8000, а на Эверест, тогда можно идти спокойно на него. Но помните, Эверест сложнее технически и дороже всех этих вершин вместе взятых. Друзья, надеюсь, этим видео я внес некоторую ясность в выборе первого восьмитысячника. А если же у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно на все отвечу. Не забывайте лайкать и подписываться на канал. А если видео было вам интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. А если же вы хотите подняться на 8000, то эту мечту стоит осуществить. Пишите мне в Фейсбуке, Инстаграме или тут в комментариях под видео. И вместе будем думать над вариантами. До встречи в горах, и если в горы, то с кулуар. Пока.